Осознавание – важнейший дар силы. Если вы не умеете осознавать, вы не маг и никогда им не станете. Контролируем ли мы на самом деле нашу жизнь? Безусловно, нет. Нам неизвестна наша незримая высшая природа. Можем ли мы овладеть своими глубинными скрытыми возможностями? Вне всяких сомнений. Но как, спросите вы? С помощью практики осознавания или магического внимания. Впервые о магическом внимании на широкую публику рассказал маг и воин духа, ставший самым мистическим писателем 20 века Карлос Кастанеда. На одном из своих закрытых семинаров в Йельском университете для ограниченного круга Карлос Кастанеда раскрыл одну из самых значительных тайн магии – практику осознавания. Без практики осознавания ни один человек не способен прикоснуться к настоящему тайному знанию и развить свою внутреннюю скрытую силу, способную раскрыть перед человеком его предназначение. При верном исполнении практика магического внимания позволяет взаимодействовать с силой и ощутить энергетические токи мира. Практика магического внимания состоит из 3 ступеней – внимание к собственному состоянию, осознавание действия и осознавание слушания. Но прежде всего, перед началом изучения практики осознавания, необходимо прочувствовать и увидеть разницу между осознанием и осознаванием. Выступая перед слушателями, Кастанеда объяснил, что осознание является законченным актом, привязанным к конкретной ситуации. Осознавание же является состоянием, которое касается всех ситуаций сразу и длится беспрерывно и постоянно на протяжении всей человеческой жизни. Первая ступень осознавания – это внимание к своему состоянию. Выполнение этой практики магического внимания требует пристального внимания к своим телесному, эмоциональному и умственному состояниям в текущий момент времени. Необходимо четко ощутить и описать, как вы себя чувствуете, а главное, что вы чувствуете на уровне тела, эмоций и мыслей. Прислушайтесь к любой незначительной детали во всех 3 состояниях и отслеживайте даже малейшие изменения. Для этого сядьте поудобнее, расслабьтесь, закройте глаза и начните дышать глубоко, задействовав диафрагму. Постарайтесь отпустить поток мыслей и перестать его контролировать. Просто наблюдайте и фиксируйте свое телесное, эмоциональное и умственное состояние. Выполнение этой ступени практики осознавания требует предельной искренности и честности перед самим собой. При этом во время первой ступени практики магического внимания вы можете почувствовать резкие эмоциональные колебания и ярко выраженные ощущения на любом из 3 уровней. В этом случае практику немедленно стоит прекратить. Это означает, что либо ваша сила подошла к вам слишком близко, либо вы себя обманываете и ваши ощущения являются обычными галлюцинациями. В первом случае ваше состояние является опасным, так как сила необходимо учиться взаимодействовать, проявляя спокойствие, терпение и смирение. К этому вы можете быть не готовы. Во втором случае вы расходуете свой внутренний магический потенциал понапрасну и теряете энергию, которую могли бы использовать на раскрытие своего магического дара. На самом деле, во время выполнения первой ступени практики вы не должны чувствовать ничего необычного и нетипичного для вас на уровне тела, эмоций и мыслей. Любое эмоциональное колебание и напряжение являются стрессом для вашей высшей нервной системы, что заставляет ваш организм физически расходовать дополнительный энергетический потенциал для восстановления равновесия и возвращения в устойчивое и стабильное состояние. При этом нужно понимать, что количество энергии, которое вы затрачиваете на физическом уровне в своей повседневной жизни, и запас энергии, необходимый вам для духовного развития, это один и тот же энергетический потенциал, который вы приобрели с вашим рождением. Другими словами, если в своей обычной жизни вы живете гармонично с природой и с собой, относитесь разумно и с заботой к своему физическому телу, приводя в порядок свою жизнь и выполняя ответственно взятые на себя обязательства, то количество затрачиваемой энергии на поддержание здорового и дееспособного состояния вашего тела и разума становится существенно меньше, чем в случае беспорядочного отношения к собственной жизни и собственному телу. Это значит, что в этом случае гораздо большее количество энергии вы сможете задействовать в процессе вашей духовной эволюции и в раскрытии своей истинной магической природы и своего высшего «Я». В целом же, вам необходимо научиться расходовать энергию только в том случае, если она тратится исключительно на то, что является для вас абсолютно необходимым. Подобное достигается благодаря здоровью физического тела,
воздержанному и устойчивому эмоциональному поведению и трезвому и ясному мыслительному процессу. Отличным примером такого подхода к жизни и целесообразному расходу энергии является даосский монах. С помощью отказа от расточительства энергии на уровне тела, эмоций и мыслей, даосские монахи сохраняют отличное здоровье даже в преклонном возрасте. Краеугольным камнем философии воздержанности и отказа от энергетического расточительства является не развитие дополнительных физических или же духовных возможностей, а сохранение и сбережение доступной вам энергии и прекращение взаимодействия со всем, что является помехой и преградой на вашем пути к развитию чувствительности и взаимодействию с силой и с вашим высшим истинным «Я». Эмоциональные всплески и яркие ощущения во время выполнения первой ступени практики магического внимания являются показателем неподготовленности для выполнения всей практики. К практике магического внимания, раскрытой Карлосом Кастанедой на закрытом семинаре, необходимо приступать совместно с практикой приведения жизни в порядок. Упорядочив и выстроив собственную жизнь в соответствии с вашей магической силой, вы сможете накопить свободную энергию, необходимую вам для реализации вашего предназначения. Практика приведения жизни в порядок опирается на 3 основополагающих закона: закон порядка тела, закон порядка мыслей и закон 3 магических утверждений. Закон порядка тела основывается на понимании правильных принципов питания и отказа от любых пищевых ядов, таких как сахар, никотин, алкоголь, а также других наркотических веществ. При этом закон порядка тела предполагает культивирование заинтересованности и глубокой симпатии к физической культуре и активному образу жизни. Закон порядка мыслей предполагает стремление к образованности, высокой нравственности и культуре, развитию критического мышления к поступающим идеям и информации и к собственному окружению. Не взаимодействуйте с теми идеями и людьми, которые захламляют, истощают и угнетают вас, выматывая вас физически и эмоционально. Взаимодействуйте только с теми идеями и людьми, которые вдохновляют вас и мотивируют на развитие, эволюцию и творчество. Существует 3 магических утверждения, с помощью которых можно контролировать свое внутреннее и внешнее состояние, а именно: нахожусь не там, делаю не то и потакаю пороку. Если хотя бы одно из 3 утверждений верно в данное мгновение и при данных обстоятельствах, то практикующему рекомендуется пересмотреть отношение к правильному использованию своего внутреннего энергетического ресурса. Для тех из вас, кто твердо решился изменить свою судьбу в лучшую сторону и привести собственную жизнь в порядок, мы оставим ссылку на практику приведения жизни в порядок от нашей исследовательской команды в описании к видео. Люди не умеют проигрывать. Когда они видят, что им не победить, они всегда сдаются в плен. То, что люди называют пороком или дурной привычкой, не что иное, как плен. Сдача в плен без битвы – это падение в грязь. Вторая ступень практики магического внимания является осознаванием действия и связана с одним из ключевых магических понятий, которое было раскрыто Карлосом Кастанедой во время закрытого семинара. Речь идет об алертности. Алертность – это пребывание в наивысшем состоянии внимания. Внимание, согласно магам, это не качество разума, а качество физического тела. Алертность позволяет магу мгновенно реагировать на изменяющийся мир и перераспределять усилия и энергию максимально эффективным способом. Алертность – это приведение тела в активное состояние, эмоций – в стабильное и уравновешенное состояние, а мыслей – в состояние полной ясности и глубины. Алертность не означает напряжение. Представьте тигра. Тигр всегда внимателен и бдителен. Каждое мгновение тигр готов сделать прыжок и нанести молниеносный и решающий удар. Он затрачивает энергию и усилия лишь в момент прыжка и в момент удара. В остальное время тело тигра расслаблено, движения легки и не напряжены. Алертность, в сути, есть тотальное внимание к вещам мира. В алертности человек с ясностью и четкостью видит, что все вещи в мире связаны между собой. С этим видением к нему приходит умение сопоставления. Когда человек умеет сопоставлять, он влияет на ход событий, а значит, выигрывает битву за собственную свободу. Суть осознавания действия заключается в необходимом состоянии, с которым совершается любое действие в жизни мага. Карлос Кастанеда раскрыл своим читателям тайну того, что любое действие человека – это магический акт, который должен выполняться в необходимом состоянии осознавания. Необходимое состояние осознавания затрагивает уровень тела, эмоций и мыслей.
Телесное состояние, алертность и готовность к действию. Душевно-эмоциональное состояние, чувство тотального спокойствия, смешанное с тихой и глубокой радостью. Умственное состояние, состояние открытого потока, когда мысль извлекается из глубин памяти без всякого усилия. Необходимо сказать несколько слов о тихой и глубокой радости. Радость – это магическое состояние, которое, согласно учению магов, о котором Кастанеда писал в своих книгах, отлично от состояния эмоционального экстаза и инфантильности и свидетельствует о том, что маг следует путем, у которого есть сердце. Учитель Карлоса Кастанеды Дон Хуан говорил, что каждого человека окружает миллион путей, которые приведут его в никуда. И есть только один путь, у которого есть сердце. Именно этот путь и является предназначением человека и способен вывести его к полному раскрытию магического потенциала. Откуда берется тихая и спокойная радость? Существуют древние учения, которые говорят, что наша Земля является не физической оболочкой, на которой развивается природа, а проявлением духовной природы могучего, осознающего существа, чья физическая оболочка является планетой, на которой мы живем. Другими словами, Земля – это духовное, живое существо, которое проходит вместе с людьми этапы эволюции. У Земли, как и у любого человека, есть дух или божественное начало. Древние называли это дух Ра и условно полагали, что он находится в центре Земли. В славянской семье языков есть слово «радость», которое можно разложить на два слова – «ра» и «дость». «Ра» означает свет и теплоту от духовного солнца Земли Ра. «Дость» означает достаток. Таким образом, смысл слова «радость» можно раскрыть как достаток света и теплоты в жизни человека, благодаря его тонкой и тесной связи с духовным сердцем Земли. Дон Хуан перед своим уходом открыл Кастанеде главный секрет воина, который заключался в том, что воин должен любить Землю и быть с ней в тесном взаимодействии, потому как именно Земля способна дать воину колоссальный магический толчок, который способен помочь человеку выбрать путь, у которого есть сердце. Духовное сердце Земли Ра – это источник глубокой и тихой радости. Чтобы испытать радость, необходимо научиться связываться с духовным сердцем Земли. Ощущение тихой радости означает, что человек имеет достаток чистого духовного света в своем духовном сердце, струящийся потоком из духовного сердца Земли. Ощущение тихой и глубокой радости – это тот единственный камертон, который свидетельствует о том, что вы все делаете правильно и движетесь путем своего предназначения. Мы предлагаем вам начать раскрывать ваше духовное сердце и учиться связывать его с духовным сердцем Земли, чтобы копить в себе радость. Для этого мы оставим в описании к видео ссылку на практику соединения с сердцем Ра, которую мы применяем сами в своих духовных поисках. Мы можем слушать, но нам всегда страшно услышать. Услышать значит окунуться в реальность. Третья ступень практики магического внимания – осознавание слушания. На своем закрытом семинаре Карлос Кастанеда раскрыл магический факт. Обычный человек не умеет слушать, а слышит всегда поверхностно. Причина поверхностного слушания и поверхностного внимания к тому, что обычный человек слышит от другого человека, является страх. Учение магов, которому принадлежал Кастанеда, говорит, что человек представляет собой магическое существо, которое находится на постоянной связи с бессмертной, осознающей и вечно постигающей сущностью, которую маги называли духом. Дух есть у каждого человека. При этом магическое учение раскрывает тайну того, что прямое взаимодействие с духом у человека блокируется тоналем, частью человеческого сознания, которое отвечает за восприятие окружающего мира в рамках обычной повседневной жизни. Источником страха является тональ, который защищает свои пределы и не дает человеку услышать и воспринять в рассказе другого человека силу духа, который маги называли реальность. Взаимодействуя с реальностью, человек развивает в себе другую часть сознания, которая способна воспринимать скрытую и непроявленную магическую природу, и которую маги называют нагвалем. Тональ блокирует нагваль и поэтому заставляет человека испытывать страх и слушать поверхностно и невнимательно, слушать и не слышать реальность. Истинное слушание – это соприкосновение с нагвалем. Одна возможность такого приводит в ужас тональ. Еще одной причиной, по которой человек не слышит, является боль. Обычный человек в понимании магов потерял свою связь с духом. Без глубинной связи с духом, тональ такого человека становится тираном в его жизни и заставляет человека приобретать сознание хищника, которое тиранит людей и всю природу. Хищник слеп и жесток.
агрессивен и неуправляем. Самое главное, сознание хищника является источником боли как в жизни человека, так и в жизни окружающих его людей. Осознавание слушания позволяет услышать чужую боль и почувствовать боль собственную. Осознавание слушания раскрывает перед человеком ущербность сознания хищника и избавляет от тирании тоналя, выводя человека из-под ее власти. Если вы хотите, чтобы мы раскрыли тему сознания хищника подробнее и рассказали, как избавиться от этого паразитного принципа в сознании, напишите нам об этом в комментариях. Осознавание слушания позволяет приблизиться к глубинному пониманию сочувствия. Сочувствие ведет к осознанию чужой боли как к своей собственной. Больно всем. Боль одна на всех. Чужой боли не бывает. Тональ подменил понятие сочувствия понятием сострадания. Сочувствие – это задействование своих чувств и активация нагваля с целью избавиться от источника боли. Сострадание – это теологическая концепция, которая зиждется на чувстве собственной важности и чувстве жалости к собственной персоне. Сострадание звучит как «я помогаю тебе, потому что жду, что в подобной ситуации ты поможешь мне». Так говорит сознание хищника. Сочувствие может быть распознано как «я чувствую твою боль как свою собственную». «Я помогу тебе избавиться от боли, чтобы боли в мире стало меньше. Так велит мне мой дух». Сострадание – категория тоналя. Сочувствие – категория нагваля, ведущая к глубинной осознанности единения с энергетическими потоками мира и со всей человеческой семьей. Развивайте в себе сочувствие в противовес состраданию, учитесь принимать чужую боль как свою собственную, несмотря даже на то, что вам самим больно. Так вы будете раскрывать в себе нагваль, который развивается благодаря глубоким чувствам в человеке. Осознавание слушания раскроет в вас чувство и нагваль, благодаря которому связь с вашим духом станет осознанной и устойчивой. Дух укажет вам и выведет вас на путь, у которого есть сердце, в конце которого вас встретит ваше предназначение. Показателем того, способны ли вы практиковать осознавание слушания, является вдохновение и осознание необходимости созидания и творчества на благо всего человечества. Практика магического внимания является доступной техникой повышения внимания в жизни и раскрытия внутренних скрытых резервов. Практика осознавания – это последовательная практика, состоящая из внимания к собственному состоянию, осознавания действия и осознавания слушания. Магическое внимание раскроет ваш магический потенциал и приведет вас к собственному предназначению. Практика осознавания – это золотой ключ к постижению своей истинной сути, оставленный нам в наследство от мудрых мира сего.